На рынке есть две главные криптовалюты. Это, конечно же, биткоин, любимчик крупных инвестиционных компаний, таких как BlackRock, а также Ethereum, самый популярный альткоин и лучший блокчейн для запуска криптопроектов. И если за последние пару месяцев биткоин активно обсуждали после подачи заявок на запуск спотовых ETF, то с эфиром прямо сейчас происходит похожая ситуация. Всего за несколько дней различные компании подали больше 14 заявок на фьючерсный эфир ETF, платежный гигант PayPal выпускает собственный стейблкоин на сети Ethereum, миллиардная корпорация Visa сотрудничает с блокчейном, чтобы сделать оплату комиссии еще более комфортней, а вторая биржа мира Coinbase запускает на Ethereum свою сеть и всего лишь за пару дней привлекает 136 тысяч новых пользователей, которые отправляют в сеть 175 миллионов долларов. И скажите, после этого вы до сих пор считаете, что не стоит покупать эфир? После просмотра сегодняшнего видео ваше мнение точно изменится. Приветствую вас, друзья, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. В этом видео я отвечу на вопрос, почему стоит покупать эфир, а также сегодня вас ожидает разбор новой апелляции SEC, отмена биткоин ETF и многие другие новости. Обязательно смотрите видео до конца, желаю вам приятного просмотра, давайте начинать. Итак, начнем мы сегодняшнее видео с самого главного, а именно эфира, и ответа на вопрос, почему он может стать главным претендентом на рост уже в ближайшее время. И для этого нам понадобится разобрать последние события, которые с ним связаны. Кстати, если вы до сих пор не знаете, где в режиме онлайн можно получать самые актуальные крипто-новости, подпишитесь на наш телеграм-канал, ведь все самое необходимое находится именно там. Тем более сегодня наши подписчики получили подробный технический анализ эфира, поэтому если ты желаешь узнать, на каком уровне лучше всего покупать эфир, переходи по ссылке в описании. Что касается эфира, то в последнее время с ним было связано большое количество интересных событий, но давайте обо всем по порядку. Во-первых, никак не утихают слухи о том, что запуск стейблкоина от PayPal должен запампить цену эфира, поскольку около 430 миллионов активных пользователей PayPal скоро начнут проводить множество транзакций, тем самым повышать спрос на комиссии и сам эфир. Такого мнения придерживаются даже аналитики банка JP Morgan, который считает, что недавний запуск монеты PayPal увеличит количество заблокированных средств в блокчейне, и PayPal USD станет некой заменой Binance USD, который сократился на 20 миллиардов долларов из-за блокировки США. Но это палка с двух концов, потому что с одной стороны любые взаимодействия с эфиром положительно отражаются на его цене, а с другой вряд ли использование монеты PayPal станет глобальным, ведь этому элементарно мешают высокие комиссии блокчейна. Хотя масштабирование второй криптовалюты мира с помощью такой компании, как PayPal, это уже очень хороший плюс. Но знаете, кто еще из мировых платежных гигантов изучает эфириум для интеграции? Компания Visa, которая обрабатывает от 150 миллионов транзакций в сутки. Да, вчера стало известно, что Visa не только планирует изучать эфир для платежей, а еще они хотят упростить оплату газа с помощью банковской карты. Я думаю, для вас знакома проблема, когда с кошелька, например, MetaMask, вам необходимо отправить любую монету в сети ERC20, но для оплаты комиссии нужно иметь эфир, при этом у вас его нет. А покупать на пару долларов на бирже, потом переводить на кошелек и еще раз платить за газ, идея не самая лучшая. Так вот, Visa работает над решением этой проблемы путем оплаты вне сети. Благодаря такому формату пользователь может напрямую оплачивать комиссию за газ с помощью своей карты Visa. Идея достаточно интересная, и компания уже начинает воплощать ее в жизнь через тестовую сеть. Вообще, Visa начала работать с эфириумом уже давно, и учитывая, как развивается криптоиндустрия и сколько проблем в старых сферах могут решить новые технологии, это потенциально может изменить отношение к эфириум, который в отличие от других монет, SEC не может назвать стопроцентной ценной бумагой. Дополнительный приток нового капитала, который очень важен для любой криптовалюты, эфириум начинает получать благодаря запуску нового блокчейна от Coinbase. 9 августа стартовала собственная сеть биржи под названием Base. С помощью нее пользователи могут создавать свои приложения, платформы, сервисы и многое другое. А самое главное, что этот блокчейн построен именно на эфириум. Coinbase неспроста выбрали эфир, ведь он считается одним из самых безопасных и надежных блокчейнов, которые выбирают множество крупных компаний. После запуска сети Base она сразу же получила новый приток капитала в размере 10 миллионов долларов, а общая цифра составила около 175 миллионов. Из 10 миллионов 5,6 были отправлены в виде эфира, 2,3 миллиона долларов в виде стейблкоинов USDC, а остальное это множество альтов. И стоит отметить, что Base является первым блокчейном, который запустила публичная компания. Учитывая тот факт, что более 136
тысяч пользователей ежедневно переводят от 500 до 1000 долларов в эфире в новую сеть, это является положительным фактором не только для Coinbase, но и для эфира. А что происходит с монетой, когда к ней растет интерес инвесторов? Правильно, растет ее цена. Ну а чтобы заранее знать, на каком уровне лучше купить любую крипту и заработать на этом, вам поможет наша подписка Coin22 Pro. Подписка Pro — это лучший инструмент для любого трейдера, ведь она позволяет ежедневно получать качественные и прибыльные торговые идеи. Например, на этой неделе участники Pro получили лонг-сделку по монете Matic и заработали от 45% чистой прибыли, а также получили от 30% профита на лонгах по монете Atom. За счет подробного обучения на старте и круглосуточной поддержки подписка Pro подойдет даже новичкам. Наши специалисты уже на протяжении почти года предоставляют большое количество прибыльных сделок, поэтому не упускай свою потенциальную прибыль, а присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании и начни зарабатывать вместе с нами. Также по поводу эфира не стоит забывать про запуск первых фьючерсных ETF на рынке США. На сегодняшний день в Федеральном реестре США находится аж 14 заявок на фьючерсы ETF Ethereum, которые ожидают решения уважаемого Гэри Генслера. А это даже больше заявок, чем на спотовый биткоин ETF, которых сейчас насчитывается около 9. Такое большое количество заявок было сделано на фоне того, что SEC сообщила, что она готова принять фьючерсный ETF на эфир. Эту информацию предоставила популярное издание Fortuna. Согласно источникам, некоторые компании решили повторно подать заявку после того, как им позвонили сотрудники SEC, которые заявили, что готовы рассмотреть эти заявки. А после того, как в конце июня SEC одобрила фьючерсный биткоин ETF, да еще и с кредитным плечом, на рынке появилась уверенность, что одобрение эфира — это только вопрос времени. И если учитывать, что SEC вчера не отклонила ETF от ARK Invest и 21 Shares, у них есть шансы на одобрение после корректировок. А по прогнозам аналитиков, это увеличит объем торговли биткоин ETF на 99,5%. К тому же после ARK Invest и 21 Shares будет ETF от BlackRock. И когда Ларри Финк будет уверен в том, что лояльности SEC уже нет предела, а интерес крупных инвесторов в криптовалюте растет с каждым днем, следующим на очереди станет спотовый Ethereum ETF, который сможет запампить эфир на 30%, как это было с биткоином 15 июня. Кстати, а если вы желаете увидеть подробный обзор с техническим анализом эфира, обязательно поставьте лайк, и мы его сделаем. Если что-то пойдет не по плану, а зная Генслера и SEC это более чем возможно, то в таком случае мы можем ожидать одобрения ETF в ближайшие 6 месяцев, как сказал глава Galaxy Digital и сообщили инсайдеры от BlackRock. Поэтому такие различные события вокруг эфира являются положительным фактором, ведь для крипты важно, чтобы она была на слуху. Так что обязательно понаблюдайте за его ценой, а после принимайте решение, стоит ли его покупать или нет. Помимо Ethereum также есть и другие новости, связанные с крупным блокчейном, который называется Binance Smart Chain. В августе BNB Chain ожидает 2 хардфорка, которые уменьшат вероятность взлома и повысят совместимость с другими сетями блокчейнов на базе EVM. Первое обновление уже провели 10 числа, и второе должно состояться 30 августа. С технической стороны старший разработчик блокчейна Binance сказал, что обновление улучшит завершение транзакций и стабилизирует производство блоков, позволяя пользователям мгновенно получать точную информацию из последнего завершенного блока. С точки зрения цены BNB эти обновления влияния не оказали, но в то же время монета уверенно движется в восходящем тренде, и когда другие монеты падают, BNB остается устойчивым и даже показывает рост, чего нельзя сказать про XRP. После громкой победы 13 июля XRP вошел в жесткую фазу коррекции и на протяжении последних пару недель терял около 3% в день, и скорее всего такое влияние оказало не только снижение биткоина, а возобновление судебного дела, ведь в среду SEC официально заявила, что подаст апелляцию. В принципе, это было ожидаемо, и об этом мы говорили в наших прошлых видео. Конечно, дело SEC и Ripple — это как отдельная история, которая вряд ли когда-либо закончится. По факту суд частично признал вину Ripple. Пока что никакие штрафы еще не выплачены, и у SEC еще есть рычаги давления и ресурсы, чтобы продолжить судебное дело. Вот поэтому Генслер и просит по 20 миллионов на развитие борьбы с криптой. Хотя какой от этого будет результат, узнаем, как говорится, в следующей серии. Также хотел бы сегодня вспомнить про самый главный отчет месяца, а именно IPC, который опубликовали 10 числа. Если взять общую инфляцию, то данные показали, что она выросла до 3,2%. С одной стороны, по сравнению с прошлым месяцем это плохо, ведь нам нужно видеть стабильное снижение, но то, что данные были ниже прогнозов 3,3%, это уже хорошо. Касательно базового IPC, то он не изменился и остался на уровне 0,2%. Реакция крипты была почти нейтральной, и все, что показал биткоин, это маленький скачок, после чего сразу же откатился
скатился вниз. Но что значат эти данные для ФРС? Поскольку цель ФРС это 2%, то до финала борьбы уже остались считанные шаги. Самое главное, что ИПЦ был не больше ожиданий, ведь это явно бы не понравилось Пауэллу. В целом настрой инвесторов на данные по инфляции был положительный, поскольку теперь шансы на то, что ФРС сделает паузу в сентябре, составляют почти 90%. И если ФРС уже в следующем месяце действительно прекратит повышать ставки, это должно ослабить стоимость доллара и открыть двери для таких рискованных активов, как акции и криптовалюта. Но поскольку заседание ФРС должно пройти 20 сентября, до этого времени будет опубликовано большое количество экономических отчетов. И если некоторые из них будут смущать Пауэлла, возможно, ставку повысят еще раз на 0,25%. Поэтому мы, конечно же, будем следить за каждым отчетом, который может оказать влияние на решение ФРС. И самыми важными из них будем делиться в нашем замечательном телеграм-канале. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны, обязательно подпишитесь. Ссылка есть в описании. Сегодня мы разобрали все последние события из мира крипты, и мы уже начинаем подготавливать для вас новое видео. Поэтому не забудьте нажать на колокольчик, чтобы его не пропустить. Вам хочу пожелать хороших выходных, всем желаю удачи, до скорых встреч!